Господа, я думаю, все прекрасно в курсе, что у Тинькофф Банка уже много-много-много лет есть карточка Тинькофф Black. Также она выпускается в моем лимитированном дизайне. Но сейчас у вас у всех есть супер возможность пройти по ссылке в описании, и тогда вам откроется возможность ввести промокод MARKET30. И с ним вы получите 30% кэшбэк в Яндекс.Лавке, Перекрестке, а также многих других офлайн супермаркетах. Карта существует двух видов дизайнов. Первый — это такой левитирующий в пространстве летящий бобер, и второй — это ящер, ползущий по тому самому шестнарю. Но кроме этого у карты есть ряд еще и других преимуществ. Это и до 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые вы выбираете сами, и каждый месяц и можете их менять. Также это до 30% кэшбэка у партнеров, список которых постоянно меняется. Доход до 5% годовых на остаток по счету с подпиской Тинькофф Про. Также вы можете без комиссии переводить деньги даже с карты на карту, даже на карты других банков при помощи системы быстрых платежей. Также вы сможете бесплатно снимать наличные в банкоматах, даже если эти банкоматы других банков. Так что переходите по ссылочке в описании, вводите промокод, который я указал выше, оформляйте карту в моем лимитированном дизайне и пользуйтесь всеми ее преимуществами. Господа, добрый день. Мы начинаем наш репортаж пока что еще из города Санкт-Петербурга, но душой мы уже в Саратове, потому что выскочил очень интересный 6-литровый, вот по этой вот табличке я уже вижу, вот она какая классная, больше не зумится, 6-литровый автомобиль. Но он в Саратове. Естественно. Есть прямой самолет, казалось бы, 2 часа, и мы в Саратове. И объявление давно в продаже, и вроде как все хорошо. Но перед тем, как брать билеты, мы все-таки хотим немножечко с ним созвониться. Интересующие вопросы по телефону. Комплектом с авто идет новая подвеска, рычаги, болты, резинки и наконечники. В случае с этой машиной это очень дорогой комплект, я вам хочу сказать. Стоит она 700 тысяч рублей. Доброго дня. Алло. Здравствуйте, я звоню по объявлению о продаже замечательного немецкого роскошного автомобиля. Собственно, есть ли фотографии более подробные с того ДТП февральского? Вообще есть, да. Если я вам, допустим, в чатике напишу, вы мне скинете их? Я прямо оперативно приму решение, просто я в другом городе и сижу, думаю, брать мне билеты в Саратов или нет. И если брать, то вопрос на какой день? Нет, там еще показано типа с другой стороны. Ну там как получилось, там двойной ДТП получился вообще. Мне, получается, в одну сторону въехали. А вторая это столб. Да, да. И вот, а мне в другую сторону, мне взад, ну там как бы получилось так, что скользкая дорога была, там канализация текла, серьезно, там гольный групп. Ну да. Ну прям вроде нормально ударило, как, ну получил больше как толкнул. Угу. Хорошо, давайте я вам тогда в чатике сейчас напишу, чтобы у вас в целом осталось место, куда фотографии скидывать. Константин меня зовут, я, собственно, с аккаунта Константин и напишу. Хорошо, в любом случае, жду от вас фоточки, и там уже скоординируемся оперативно по обстановке. Хорошо. Да, все, спасибо вам, сейчас напишу. Всего доброго. Короче, мы даже угадали, что это был столб. Вы сразу понимаете, что машина прям та, которую надо брать. Это здорово. Но посмотрим, что там с другой стороны. Если действительно его просто пихнули на гололеде, и он на столба летел дверью, то почему бы и нет. В любом случае, если есть фотки с ремонта, как бы это очень здорово. Далее, получается, мы просто думали вылететь в Саратов в пятницу вечером. Но если человек в субботу посадить машину не может, самолет вылетает отсюда в 6, прилетает в Саратов в 9. То есть, грубо говоря, нам нужно, получается, в субботу вылетать в Саратов, чтобы в воскресенье смотреть тачку на месте, в идеале прыгать в нее и полторашку одним залпом в сторону дома. Огромной нам всем удачи. Здрасте. Здрасте, Костя, это я. Да. А есть место, где там под навесом или что-то, потому что сейчас мы ее не посмотрим так. Да, есть еще. Угу. А тут бессмысленно что-то спрашивать, потому что это B12. Вот у него сейчас чек, допустим, и тяги нет, если вдруг, и нет, все. Есть тут единственное, короче, здесь 3 косяка есть. Так. И то они как бы ни на что не влияют, как бы ездить можно. Это датчик АБС у меня один, короче, навернулся с передней правой. Ага. И ГУР. Когда нагревается 90 градусов руль, то есть, видишь, тяжелее становится. Все, в принципе. А чек говорит то, что катализаторов нет и прошивку, короче, там не сделали. Я узнал прошивку, там 75 тысяч, короче, стоит прошивку. В принципе, остальное все работает, все включается, все. А, ну и это, сзади вот эта консоль не работает, и DVD. Релюшку надо поставить, релюшки нет. То есть вот это, DVD-шники, факс, вот эта вся херня там. Факс? Ну да, здесь. Я такое только в ТикТоке видел.
Гребаный факс в натуре. Я это видел в ТикТоке один раз в жизни. Я с этого еще угорал. Вот это выезжает тоже все работает. Факс! Я даже пол на середке нажал. А масло как давно менялось? Масло, кстати, да, хотел сказать, 4000 ровно проехал. Вот ровно. А, ну то есть полторашку мы еще дотянем. Да. А давно она в продаже-то стоит? Ну, сколько, 1,5 месяца. А сколько людей звонило, смотрело? За 200 человек звонил. За 200? Да. Но все хотят... Что там, салам алейкум, за 75 500, заберу? 500, 550. Ну, за 550 я тоже заберу, да, если что. Как бы нормально. За 75 тоже. Во, все, вот это просто, мне кажется, идеальное местечко. Вот смотри, вот вмятинки есть чуть-чуть, если дать. Вот маленько царапинки, вот вмятинки, вот 2 штучки. То есть вот, я бронепленку снял, то есть у меня здесь вообще ничего нет, даже не полировали ничего. Все. А броня здесь даже была, да? Да, я снял, я вот он, видишь, обрезал. О, точно. Она пониже вот здесь, идет по всей машине. Ниже листвы? То есть, да, вот так идет, вот здесь начинает. Точно, точно, точно. Вот и морда в броне. Ручки в броне там. Ага. Это уже предыдущий хозяин делал, да? Это еще, да, он уже сделал. Ну, я, в принципе, скидываю, что она. Да, вот это вот дверь. Другая, у меня обшивка даже старая осталась. Ага, Старая. Вот, ну, логично. Вот мне единственное, вот. Когда снимали, чуть, да, Нет, порвал. когда врез, При ударе заломил? Загнула здесь маленько. Я понял. Обшивка сломалась. Я понял. А так все, мне вот чисто получается вот здесь вот отрезали вот до этого борта. То есть у нас, по идее, она в остальном там будет и не крашеная, да? Вот тот момент, получается, вот дверь, вот здесь вот так вот, потому что здесь вот царапины были. Угу. Вообще 90, 100. 100, а вот эта дверь тоже, да, подошла. Ага, вот и полироль, собственно, да. Ага. Тут много где, я понял. О, солярий есть в люке. Угу. Короче, все как классика. Пару дверей родные, пару дверей крашеные, крылья, капот крашеные, но это понятно. Это дверь частичный окрас. Не, ну как бы там Крыша своя. Железо все целое. Там причем окрас чисто вторичный, прям сверху, никто не парился. Да. Сейчас стоечки только посмотреть бы. Стойку не трогали. Зад тоже. Она покрашена по классике от возраста просто уже. Я думаю, что морду запесочила. Наверное, вы еще делали давно. Наверное. Она и стояла еще с 13 года, считаю, ее как поставили, она стояла, она не ездила. Ага. Фишки отодранные есть, да. От чего эти фишки? Вот, это вот лямбды. А, лямбды. Да, это вот задние, их вообще Да, нет которые задних. после катов. Я не знаю, зачем так сделали, но, короче, вот передние 2 лямбды, вот чек мне искали, из-за этого горит вообще. Ага. То есть просто 2 лямбды воткнуть, они отрезанные, блядь. Вон они просто, видишь, стоят, и провода отрезанные у них. То есть Вот вижу переднюю, все, да. Она целая, а вот эти вот отрезанные почему-то. Ого, а вот и подвесочка, да? ТРВ, да. А подвесочки здесь прямо, мама, не горюй. Подвеска нормальная, там, это, под сотку все. Да. Здесь подвеска почти такая же, как у Я C5. хотел, а мне загнали, мне подняли, говорит, все, как бы все работает, все нормально. Ну так-то все, герметоз на месте, все прям завод. И корыто не треснутое. А что такое на заднем сиденье? Там такая спинка, она как будто с чем-то. Вот эта спинка, она такая толстая. Здесь что у нас? Опанце, это столик. Это столик с сервоприводом. Еще двигается вперед-назад. Вот этой штукой. Ага. Столик. Обалдеть. Вот это авоськи. Факс, блин, факс. Это разрыв вообще мозга. Факс, это да. Видишь, все алюминиевые, накладочки на порожке. Начальная стадия, там коррозии. Блин, это аппарат, конечно, да. Просто гребаный факс в машине. Этот звук такой же, как у Bentley. Прямо вот именно свой W12, он заводится по-своему. Слушай, клапана как влитые вообще прямо. Так, в целом все ясно. Вопрос, сколько денег? Традиционный. А сколько не жалко? Не, ну как за 75, как из этих заберу. Вопрос, сколько торга есть. Блин, я вообще, вот если с ходовкой отдавать хотел, я хотел Так. без торга вообще. Без торга? Да. Ну хотя бы 20-очку. Ну мы сейчас готовы забрать. Ну, давай Скидка- 30-очка, даже 30-очка. Скидка за возраст. Чисто на бензин, на все вот эти вот расходы, пока едете. Нам на ней сейчас домой ехать. В общем, ПТС-ка, все это сейчас ДКП бахнем и все готово. Все отлично. Нет, только единственное, 670 получается. Отлично. Аминь, короче. Ладно, погнали тогда.
Слушай, ну если так сказать, то и VR Passat тоже был как бы дороговат за свои бабки. VR Passat был, да. Да, тоже. Это верх рынка. А воськи, в принципе, такого года начинаются там 350-400. Это 670, то есть, 670, да, за 700 стоял, ну, то есть прям много. Ну, состояние-то хорошее. Это верх практически. Но есть, когда приложить руки, и здесь мятинка вот эта. Да там куча всего. Начнем с того, что кондей пахнет как. Ну, короче, аппарат прямо. Он такой вот чувствуется. Это как кабана какого-то берешь в редкой комплектации, знаешь, и там вот эти вот приколы. 2 телефона в машине. Зачем? Чтобы передний водитель и задний пассажир могли по разным телефонам одновременно говорить, как предполагалось это использование. Ну ладно, факс, гребаный факс. Ты едешь в машине, тебе срочно нужно... Скинь мне на факс в тачку. То есть у тебя в тачке должна быть отдельная, у тебя в тачке 2 отдельные симки, которые не твой мобильный телефон. Хотя они снимаются, задний телефон же с разъемом был. Ты мог его свой телефон вставить сюда, и на свой телефон, на мобильный, тебе могли скинуть факс. Обалдеть, как это вот разрабатывался сценарий использования, вот это специфический крайне. Ну и солярий, мне всегда было интересно попробовать солярий. То есть это солнечная панель, которая встроена в люк, она работает в жару, и она питает только моторчик самого кондиционера. То есть он просто протягивает воздух по салону. Работает это примерно никак, потому что если машина стоит на парковке, какой температуры воздуха она может забирать с улицы? Да такой же. То есть просто в машине не плюс 50 становится, а плюс 40. Вот, ну, это не спасет никак. Поэтому потом их перестали ставить. И очень не хватает доводчиков. Прямо вот сейчас закрылось. Но вот это вот, конечно, в такой тачке это прямо хочется. И так будет здесь все абсолютно. То есть, ну, неплохо, скажем так, но мы знаем этот уровень, и доводчики сюда залетят прямо в первую очередь. Ну и такое ощущение, что вылет, да, вот этот вот немножечко как бы не то. Хотя даже по посадочке она нормально сидит в целом. В целом ощущение очень схоже с тем, когда мы с тобой Континенталь покупали. То есть прям спаси и сохрани. Но, по идее, должны доехать. До самого Сан-Франциско, да, и обратно. Вообще, все технологии, которые присутствуют в этой машине, это, конечно, откровение. Слайдер. Это как банан. Алло, вот так, посмотрите, там батарейки меняются. Просто сейчас не хочу нажимать, но это реально оригинальный пульт. Вибасты. Audi, Вибаста. Все четко, тут какой-то диод есть. Мы сейчас не будем включать его, на всякий случай, если Вибаста неисправна, чтобы сейчас загореться, нам это не надо. Поэтому мы его оставим. Далее, вот этот монитор. Я много раз видел его на объявлениях и на видосе, но я никогда не знал, что он делает вот так. То есть он там на шарнире и полностью весь вообще крутится, чтобы всегда быть под нужным углом. В общем, это самый улетевший жир из всех улетевших жиров 2001-2002 года, потому что машина выпускалась всего год. Ну и, конечно, звук стартера. Вы его не слышали, но он характерный. Такой же звук у Bentley. Мы в свое время тоже на эту тему рофлили, как говорит Никита. Потому что он очень необычный здесь. Небольшое количество звуковых оповещений о том, что что-то не работает много чего раз, но нам это не страшно. Нам главное, чтобы машина продолжала хоть какое-то движение куда-то. Включили свет. Ерунда. Рейка еще держится на месте где-то, но уже не на своем, возможно, месте она держится, а на чем-то еще. Слушай, но на такой машине ехать как бы на дальняк всяко поприятнее, чем у нас был аварийный вариант, что если сейчас это совсем дрова, то мы забираем Ондо или Гранту, да, ты посмотрел? Да, вот на Гранте 1,5 оттараканить мы бы, конечно, тоже смогли, но разница в ощущениях была бы радикальной. И еще мы едем сейчас с открытым люком, в отличие от Гранты. Потому что в салоне запах плесени вот это есть. Скорее всего, это из-за кондиционера, в котором в радиаторе со временем уже все это вот завелось добро. И нам сейчас с этим всем жить. Поэтому мы максимально стараемся проветриваться. Поехали. В сам Саратов мы не поедем, потому что нам ехать, господа, 18 часов, пишет навигатор, нам ехать. Следовательно, если мы остановимся посмотреть город, мы дома будем там через сутки. То есть нам надо не спать, ничего не делать, чисто ехать. Вот сейчас, когда я на ней еду, я, конечно, понимаю, что не все так радостно. Какая-то вибрация в педаль газа просто идет лютейшая. Да, ощущения, я бы сказал, странноватые, но мы попробуем так. Но отзыв есть на педаль газа, вроде так все хорошо. Руль не бьет, вроде каких-то ступичные не воют навскидку, хотя шумновато.
Наверное, да. Очень старая резина, это факт, да. Есть такое. Ну, в общем, это все посмотрим. Наша задача сейчас попытаться сильно не выеживаться. Я хотя взял с собой Logic, но у нас горит чек, и откушенные лямбды, прямо их видно. Прямо они, вот лямбда торчит, провода от нее нет. Поэтому, наверное, замерять 0-100 мы не будем, это просто глупо без лямбд. В этой серии просто доедем и расскажем вам все-таки, зачем же нам этот супер раритет. Очень редкий автомобиль. Ну, ускоряется так, в принципе. В общем, она должна работать тише. Явно что-то воет. Воет какой-то из насосов гидравлических. Может быть, гидрача, потому что он отъезжает, и об этом нас предупредили. Может быть, чего-то еще, но, очевидно, оно воет. Надо это смотреть. А когда у тебя что-то воет в V12, путь твой лежит на продажу. Обычно. Особенно, если находишься в Саратове. Потому что сейчас вытаскивать этот мотор, а все делается через скидывание мотора, нереально. Ну ладно. Радует, что Саратов встречает нас сугубо питерской погодой. Здесь 21 градус сейчас показывает на приборке. Пасмурно, периодически дожди. То есть доедем мы по прохладе. Перегревов нам явно не сулит. Кондей напрягаться особо не будет. И все прочие узлы и агрегаты доедут. Ну, короче, тачка, конечно, грандиозная. Прям по ощущениям. Прямо очень грандиозная. Вот я редкий случай, когда купил и уже не жалею. Даже несмотря на то, что это явно попахивает легким блудничком, вот прямо нету такого, что прямо вот зря купил, и с ней будет очень интересно повозиться. Ну потому что, блин, у нас сзади гребаный факс. Ну реально, ребята, уже ради этого стоит всем этим заниматься. У нас Double V12, у нас DVD, у нас 2 телефона в машине, 2 телефона в машине. Солнечная панель в люке. Вот эти первые, это первый вообще в истории Audi V12, Double V12. Жирнее уже не было в том году. И только подумать, ведь на учете в России их всего несколько. В Германии меньше 30. В мире было 450. То есть эта штука эксклюзивнее, чем какой-нибудь ваш Huracan SVJ или что-нибудь типа того. На секундочку. Подумайте об этом в следующий раз, когда понтуетесь на своих трейдерских видео. Ну а мы едем из Саратова в сторону... Для начала нам порекомендовали путь, который просто более прямой и более гладкий. И в этом случае он нам может быть более полезен, потому что у нас 420 сил под капотом, и в принципе скорость — это наше все. Вообще эта машина, по идее, должна быть уничтожителем трассы, если так в идеале смотреть. Мы едем в Борисоглебск. Вот, туда дорога лучше, чем через не Борисоглебск. О, и первый наряд. Смотри-ка, проезжаем. Нам повезло, они схавали «Газель». Едем дальше. Когда плывешь по течению, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник в магнитофоне. На встречку полетаем. А я ведь ее любил. Сюда летишь, брат, как? Зашло, да. Там, по-моему, у тебя все передачи теперь горят, нет? Да, в ошибку выпал. Да, мы в ошибку. Короче, поугарал. Нормально, я перевел с драйва в спорт, не нажимая вот эту боковую кнопочку. Наверное, это в целом по штату. Но у нас загорелись все передачи, то есть значит, что коробка у нас стоит в ошибке. Аминь. Сколько там ждем? Секунды? Сколько-то? По идее, это может быть ошибка по селектору просто, которая была. Все, по РНДС загорелось, все четко. Все, едем. Отлично. Ну-ка и... Все, переключаемся. Произошло. А я на ходу просто с драйва вез вот так. Ну, вы видели вообще. Это. Рукой дослал. Но было хорошо. Но я понял, что пока делать так не будем, поедем в комфорте.
В остальном мы продолжаем и едем в режиме, слушайте, это просто уничтожитель трассы. У нас точно мертвые все, вот даже сейчас в повороте это чувствуется, точно мертвые аморты, вероятнее всего пружины, рычаги вроде как на месте, но она вся прыгает постоянно, вот это вот на всех кочках, на которых прыгать ей не стоит. Но если даже при этом во всех повадках сказывается, что это просто уничтожитель трассы. Это, по сути, низколетящий самолет представительского класса. Что, конечно, очень радует. Доедем мы с комфортом, если доедем. 160-170 могла быть рабочей скоростью, если бы на ней ехали. Мы под Тамбовом, это 500 километров мы проехали, дальше возникла идея посмотреть уровень масла. Казалось бы, что может быть проще, но, ребята, двигатель настолько эпический, что в нем применена система сухого картера. То есть традиционного поддона вы в этом двигателе не обнаружите, его нет. Это сделано для того, чтобы двигатель был компактней. А сам поддон, вернее масляный бак, в котором и содержится все масло, оно стоит вот здесь вот, прямо под правой фарой. И чтобы этот уровень померить, нужно завести мотор, дать ему поработать, потом заглушить, а мотор должен быть полностью прогрет, минимум 90 градусов, заглушить и потом только смотреть уровень. Но мы уже прогрелись, сейчас снова завели, заглушились, давай. И вот он заглушился, и сейчас мы должны смотреть уровень масла в этом баке. То есть у нас щупчик, видите, какой короткий и прямой, потому что реально вот все вот здесь. Если вы будете мерить это на холодную или когда мотор давно стоит, уровень может быть не тем, каким надо. И его можно прозевать. Но пока что все плохо. У нас ниже уровня. Он не доходит до нижней риски. Масло надо доливать. Хотя бы пол-литра. Но его не сильно ниже минимума. Плюс все-таки это сухой картер. С ним все проще немножечко в этом плане. Но масла не хватает. Надо доливать. Сейчас узнаем у продавца, какое масло, и, собственно, на следующей заправке купим и дольем любое, доедем, и уже потом поменяем. Просто если вот он сейчас постоит полчаса, и потом достать щуп, там масло будет внизу щупа, вообще прямо внизу. И тебе будет казаться, что не хватает литра. Ты литр дольешь, завел, давляк больше, чем надо. Да, он стабильно ниже этой рисочки, чуть-чуть ниже рисочки. Нам надо хотя бы пол-литра удалить. В остальном все отлично. Это, конечно же, асфальтовый самолет. Поменять амортизаторы, поменять только подвеску, потому что он весь как мячик. Но ехать, конечно же, супер комфортно. Расход пятнашка. При баке в 80+, значит, нам на 500 с лишним километров бака хватает даже в режиме нормальном. Едем дальше. Нам осталось 1100 километров. И левая ступица хочет в Германию обратно вернуться очень домой. Но до нее еще дальше. Без четверти 5 утра, где-то в 18 часов мы доехали, 1600 с лишним километров в 3 руля, практически за один залп. И самое главное, у нас нет никаких посторонних шумов, то есть вот прямо ничего не завыло, не сломалось, не засвистело. Очень плохо этому ступичному. И сейчас мы с вами померяем уровень масла, потому что уровень масла нужно мерить на заглушенную. Вот он работает, он заглушился, и после этого есть 2 минуты, чтобы померить уровень масла. Нас где-то на середине. Мы так его и не купили, так мы его не долили, потому что на всех заправках, на которых мы останавливались, не было 5В30. То есть та вязкость, которая здесь залита, чтобы хотя бы не мешать вязкости. Хотя, в принципе, можно было и замешать. А останавливаться специально еще ради этого нам было лень, потому что мы дубасили.
Нас было 3, и мы втроем ехали просто без остановок, без промедлений все эти 18 часов и 1600 километров. С очень неплохой средней скоростью. У нас 101 средняя за весь маршрут, да, по-моему, получилось? Что-то такое, 100 плюс, очень хорошая скорость. Тачка прям реально везет. И у нас все так же, у нас 5 миллиметров ниже уровня, может быть, чуть опустилось, ну сейчас, может быть, там парочку миллиметриков со щупа ушло, но мы хорошо прямо ехали. Прямо Владислав в конце особенно хорошо шел. Расход, кстати, такой же, как у всех. На 130 где-то расход у нас получается, по-моему, 12-13. Чуть-чуть ушло. Может быть, на пару миллиметров уровень спустился. На 130 у нас расход получается где-то 12-13. На 160 расход где-то 14-15. Ну и там... Ну и дальше. Ну и до 20, короче, она уже вот с той стрелки вот там вот уже лежащий. Так что, в общем, все хорошо. Максимально... Ну, мы читали в инструкции, если ехать 200, обороты двигателя, по-моему, 3800, да, до 4. То есть, в принципе, он прям не в пилу выкручивается, не страдает, и вообще все у него, в общем-то, хорошо. Вот он при этом живет. То есть, это удивительно, мы просто купили машину и приехали на ней. Чуть-чуть упало, да, миллиметрика на 3 масло все-таки упало. Но режим был прям боевой. Прям А как Никита ехал, так это вообще просто... Ой, это даже в закрытый телеграм-канал не выложишь. Это, в принципе, никуда не надо выкладывать. Но, в общем, сокращали время как могли. И что еще выяснилось? Что у нас нету или не работает омыватель Лабаша никак. Ну и, конечно, у нас нет подвески. Но, впрочем, половина ее у нас лежит в рюкзаке. В общем, сейчас 5 утра, нам нужно домой выспаться. Сегодня вечер мы уже ничего, может, выкладываем видосы, я что-то монтирую, выкладываю. А во вторник, сегодня мы выехали в воскресенье, мы доснимаем этот видос, а для вас это наступит ровно через 40 секунд. Погнали! Всего 750 экземпляров выпущенных в мире. Из них только 450 в кузове Long. Из них конкретно в таком жире я боюсь представить сколько. Возможно, всего около сотни, потому что мне даже в телегу в комменты их кидали и говорили, вот самая жирная комплектация. Я смотрю на фотку и понимаю, что нет. То, что стоит здесь, гораздо жирнее. И то есть это настолько редко, что даже не передать словами. И здесь возник даже небольшой парадокс нейминга у компании Audi. Дело в том, что есть A8 и есть S8. S8, как вы понимаете, это то, что безусловно быстрее, чем A8. Это аксиома. Но здесь произошел небольшой, так сказать, раскос. Дело в том, что S8 в кузове D2, это, во-первых, из того, что мне не нравится, это коротыш. Во-вторых, это 4.2 мотор. Она едет, по-моему, 5.6 по паспорту. Была редкая комплектация на палочке, которая ехала 5.5. Это даже по замерам, и в Ютубе куча этих видосов. И здесь, немножко позже, у нас выходит авоська на дубль V12, которая мало того, что лонг, более того, она еще на полном жире, то есть это максимальная по весу машина, и едет она при этом по паспорту 5.4, а по некоторой информации даже 5.2. Впрочем, в реальной жизни достичь этого получается редко, и по большинству замеров в YouTube она едет 5.6, но тем не менее, даже с точки зрения заводских показателей, это A8 быстрее S8. То есть вообще-то в обычном нейминге, если мы так говорим, что есть А, есть S, то что у нас быстрее, чем версия S? Это RS. То есть по логике, по всей вот этой иерархии Audi, это должна была быть Audi RS8. Но, как мы знаем, у максимальных версий часто вот этого у Audi версии RS не существует. Они в 8-й версии по сей день отсутствуют. Тем не менее, это получился парадокс, в котором обычный индекс А быстрее, чем индекс S. И это интересно, потому что этой машины
такое ощущение, что быть не должно было. То есть как им продавать после этого S-ку, когда есть еще дубль V, который едет быстрее? Это парадокс. И то есть такое ощущение, что все, вот что происходило с этой машиной, это небольшой эксперимент. И это не планировалось, и этого быть не должно, включая этот самый двигатель, потому что этот самый двигатель разрабатывался здесь, и такое ощущение, что это был некий обкаточный стенд для в целом всей этой технологии. Поэтому и двигатель здесь сильно отличается от того, что уже позже пошло на D3 кузовах. И все здесь сильно отличается от того, что позже пошло на D3 и от D2 в том числе. То есть эта машина стоит особняком. Они просто сделали этот двигатель. Им нужна была серийная машина, на которой этот двигатель будет обкатываться, следить за какими-то рекламациями, в целом, как он будет по эксплуатационным характеристикам. И именно для этого они выбрали авоську. Ну, потому что в V6 запихивать дубль V12, ну, это совсем просто было безумие. Поэтому, естественно, они выбрали этот полигон. И поэтому здесь все немножечко по-другому. То есть только здесь и только в этом кузове будет этот двигатель с индексом, по-моему, ACZ, который потом сразу же резко поменяется. И потом, естественно, все вот это вместе с этим лонгом, с этим двигателем, с этими технологиями уже станет фаэтоном, а уже еще позже всеми вами любимыми Bentley Continental. Double V12 нельзя путать с V12. Большинство людей, когда говорят, что ты взял Audi на V12, сразу выскочит какой-то где-то воговод дикий, который скажет, что Double V12, не V12. Произошел он, как всем уже вам давно известно, из скрещивания двух VR6, как у меня был Passat. То есть это V6, у которого головы находятся с развалом 15 градусов. В итоге, что это как бы V-образный мотор, но головка блока у него в итоге одна, потому что цилиндры там, по сути, располагаются в шахматном порядке. Так вот, 2 скрещенных таких мотора образуют в сумме вот это исчадие ада. 6-литровый дубль V12. Причем именно в D2 он особенно примечательный. И вообще все, что дальше будет происходить в наших сериях, и вообще сама суть существования конкретно данной версии, она исключительно из-за этого двигателя. Изначально он родился из конкуренции, естественно, большой тройки, потому что у Mercedes есть V12, это наши любимые 6-литровые моторы, и у BMW есть V12, это наши любимые 5.5 моторы, которые позже стали уже 6.0 моторами, которые в Rolls-Royce 6.75, потому что там другое колено. Тем не менее, у всех было V12, кроме Audi. Audi все топталось со своим 4.2. И все у них вроде как было шикарно, пока все-таки статус не заел. Потому что вышел уже новый 220-й кузов у Mercedes, F01 уже на горизонте была у BMW, и там по-прежнему все продолжали ставить V12. У Audi ответа, по сути, не было никакого. Она уже начинала проигрывать динамики, а S8, она была коротыш. Им нужен был длинный, роскошный, статусный лонг. Этот мотор здесь находится только для того, чтобы у них тоже были 6 литров и куда-то как-то ехали. Вот это дело стало разрабатываться отдельно сам двигатель. Но к тому времени авоськи еще с этим двигателем не было, хотя выпускалась она к тому времени уже давно. Это примерно все 2000 год. Вот это дело даже в концерн Volkswagen, в который, собственно, и входит компания Audi, сделал целый прототип, который так и назывался Volkswagen Double V12. Это был средний моторный автомобиль, что-то предтечи Bugatti, наверное, если так уж совсем говорить. Только Bugatti у нас на Double V16, если мы говорим про Veyron, Chiron. А здесь все-таки был Double V12. И чтобы доказать, что этот прототип все-таки и мотор отличный, автомобиль сразу принял участие в 24-часовой гонке на выносливость, в которой он ехал там сколько-то огромное количество тысяч километров без остановки и, собственно, их проехал с чудовищной средней скоростью за 300. Это очень круто на самом деле. Таким образом, они поняли, что мотор вроде будет жить, причем там он еще был и, естественно, и турбовый. Здесь он стоит атмосферный, потому что это первая его генерация. Но если большинство из вас думает, что они знают много про этот двигатель, потому что он встречается и в D3 авоське, и, естественно, в Континентале там стоит, везде встречается этот мотор, то вы ошибаетесь. Это его первая генерация, и она серьезно отличается от всего, что было дальше. Из простого это сухой картер. То есть у этой машины нет поддона. Двигатель получился настолько высоким, что поддон уже не влезал. Пришлось убрать поддон и сделать масляный бак, который, собственно, вот здесь возле фары и стоит. Вот же, собственно, наш щуп. В самом двигателе никакого щупа вы не обнаружите. Дальше. Это еще до эпохи FSI. Это обычный инжектор. На обычных форсунках это не непосредственный впрыск. То, что будет стоять на D3, уже будет иметь мощность 500 лошадиных
лошадиных сил, и это будет уже FSI моторы. То есть там уже будет ТНВД, там уже будет высокое давление и немножечко другой впрыск, как вы поняли. Но еще по-прежнему атмосферный. Позже к этому непосредственному впрыску прикрутится еще 2 турбины, и мы получим тот самый великий Bentley мотор, который по сей день у нее, собственно, устанавливается. Здесь же все еще по-человечески. Обычный инжектор, сухой картер — это, в принципе, вообще не проблема. Он здесь несет нагрузку только чтобы сократить объем двигателя. И все более-менее обычное. Если мы говорим про лямбда-зонды, которых здесь 8, даже они совместимы с 1.8 турбомотором АГУ, БАМ, если хотите. Все это туда элементарно залезает. Стоит дешево. Из дорогого в этом двигателе исключительно помпа, она своя, и такая же применяется в Double V8, который шел на Passat'ах, и термостат. Это очень дорого, и его очень долго заказывать и ждать. Главное, чтобы это все не отъехало. Все остальное, если мы говорим про даже те же самые дросселя и про любые другие части этого двигателя, все заменяемо от других моделей Volkswagen, Audi. Все можно достать дешево. И собран он, я даже слышал такой миф, что есть двигатели, типа чуть ли как не как в Bugatti, которые собираются без прокладок, и потом в нужные отсеки, в нужные коннекторы, так сказать, под давлением загоняется клей, и мотор становится неким моноблочным. Так вот, здесь все по-человечески. Это обычные прокладки, которые собираются, обычные коллектора, обычные лямбды, дросселя. Все самое человеческое, ну, исключая кастома в виде, естественно, блока, голов и впускного коллектора. То есть с этим мотором самое главное, можно работать. Из таких еще выкрутасов, которые есть под капоткой, это, например, вентилятор радиаторов. Так вот он, ребята, он бывает разный. Он бывает у кого-то электрический, у кого-то на ремне, а здесь он, ребята, гидравлический. Здесь на вентиляторе стоит гидромотор, к которому идет гидролиния от насоса гидроусилителя. Таким образом, если у вас накрывается гидроусилитель, вы еще лишаетесь части охлаждения, потому что все-таки второй вентилятор, который здесь стоит, он уже традиционный электрический. А этот, который вот здесь вот стоит, получается, в левой части, он на гидравлике. И это полный абзац. Зачем делать именно так? Никаких соображений нет, кроме как кончились идеи, мы хотели еще изобретать какую-то дичь. Потому что там, на горизонте, уже, напомню, маячил Phaeton и Continental. Соответственно, на этой машине обкатывались технологии для того, чтобы там дальше все это жило долго и счастливо. Это далеко не вся ерунда, которая здесь в этой машине случилась и применена. Мы к ней еще вернемся позже. Но, в принципе, на этот момент это все, что нужно знать. Это первый серийный автомобиль с Double V12, на котором откатывались все возможные хорошие и плохие, в том числе, технологии, чтобы дальше это стало настоящим лакшери. Обязательно нужно рассказать про то, что не может оставить нас равнодушными. Это вот эти всякие закидоны этой тачки. Я много видел рулей А8, С8, но только здесь я вижу настолько полный в этом смысле слова руль, в котором не просто есть еще указатели, регулировка, вернее, громкости, переключение треков и даже кнопка ответа на входящий звонок, но есть еще и предтечи кнопок от Cayenne. У Cayenne на руле тоже есть такие кнопки, которые вверху располагаются, каждая из которых может передачу скидывать вверх и вниз, и они и под правый, и под левый палец, но я не знал, где они появились впервые, и оказывается, они появились здесь на А8. Все, что я видел до этого рули, это или просто глухие рули, или рули, у которых были кнопки мультимедиа. Здесь же есть и то, и другое. Сам руль при этом, естественно, электрический. Если мы говорим про люк, люк в нашем случае непрозрачный, и я там не вижу неба, и я не могу отодвинуть эту шторку, потому что в люке содержится солнечная панель, при помощи которой вращается моторчик отопителя, и салон продувается воздухом. Соответственно, если у вас есть солнце, есть жара, моторчик продувает, и воздух через салон протягивается. Если жары нет или холодно, соответственно, солнечная панель не работает. Не знаю, как это работает зимой. То есть, если у вас на улице мороз, а салон еще вроде не выстыл, вы выходите из машины, моторчик начинается крутиться, а абзац, у вас наступает мороз в салоне. Непонятно, но следим за развитием событий, в общем. Также из того, что самого дикого, и того, что я вижу, наверное, впервые, может быть, стыду своему, но как знать, это вот эта регулировка ремней. Вот это за мной. Оп, 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 оп. Смотрите, внимание на нее. У нас есть здесь рядом с регулировкой спинки есть другая кнопка, которая ее электрическим образом двигает регулировку ремня по высоте.
Это касается передних двух сидений. Это абзац. Передние подлокотники. Здесь у нас телефон. Про это мы вам рассказывали. Мало кого этим удивишь. Старый. У меня даже во фронтере был такой телефон. Не исключая того, что здесь сзади еще второй и факс. И здесь у нас есть еще один пульт мультимедиа. Еще один. То есть есть пульт мультимедиа для заднего ряда. Вот он. И есть еще один пульт мультимедиа для переднего ряда. Видимо, чтобы я мог с переднего ряда что-то там тоже на заднем включать-переключать. Все это работает по инфракрасному сигналу. Я не знаю, как и от что, чего вообще эти пульты и кому какой. Надо будет с этим всем разобраться, все это включить, потому что их огромное количество. Ну, к этому всему, естественно, еще и добавляется где-то, он тут тоже был, еще и пульт от Webasto. Итого я вот сижу во 8, я вот властелин своих пультов. У меня все, блин, беспроводное. В 2001 году. Наверное, тогда это был очень большой понт. Позже поняли, что все-таки, ну, пульты эти все не особо-то и нужны. У меня в Range Rover он тоже есть. Все равно ты всем пользуешься на самом экране. Это зачастую бывает удобней. Пульт нужен только когда у тебя переднее сиденье до упора отодвинуто вперед, а ты сидишь сзади как царь. Вот об этом сейчас тоже расскажу. Есть микропроблема этой машины в том, что ее лонг не совсем по современным меркам лонг. И дальше ноги мне не вытянуть, и в коленях их, конечно же, не распрямить. Это при условии, что спереди сидит еще какой-то человек-пассажир. Впрочем, у меня, как у человека, сидящего сзади, есть некоторые регулировки. Во-первых, я могу человеку регулировать спинку по высоте, как захочу. Во-вторых, я могу двигать его кресло вперед отдельной кнопкой, которая располагается у меня здесь справа в кармашке. И таким образом могу себе организовывать тот самый невероятный лонг. Впрочем, дальше мне уже не выдвинуться. Само кресло у меня регулируется и настраивается как угодно. Я могу себе делать спинку откинутой, могу делать себе вперед вот так все, то есть практически лёжка, но, по крайней мере, очень вальяжное положение я себе сделать могу. По-моему, это предел. Также подушка двигается по высоте. Сейчас это слабо, но видно. То есть, чтобы она у меня все-таки поддерживала ноги, если я вдруг того захочу. И также у нее, по-моему... и все. На этом у нас настройки заканчиваются. Также существует некая кнопка у меня здесь справа, при нажатии которой, сейчас она выключена. Допустим, если я открою дверь, кресло будет автоматически возвращаться в вертикальное сидячее положение, чтобы мне было удобно выходить. А в этой лёжке оно не оставалось. То есть, такие опции, которые уже... Звук выпал. В современных люксовых автомобилях также встречаются. При условии, что у меня полностью выдвинутое вперед сиденье, у меня есть некий набор аксессуаров. Один из них — это подушечка, которая у меня может быть установлена вот так сюда в ноги, для того, чтобы мои ноги, когда стояли на полу, сохраняли некое анатомическое положение, и ступня была под углом, а не с вытянутыми носками, как будто бы я на каблуках. И второй интересный аксессуар, который устанавливается на подголовник на задний и превращает мое кресло, в принципе, в какой-то уже совсем прямо диван. Ну-ка, давай попробуем. Это выглядит вот так. То есть я могу еще при этом вот так откинуться и лежать. Но все равно, видите, ноги мне здесь не вытянуть. То есть назвать это лонгом в современном понимании, конечно же, уже не получится. Помимо этого есть, само собой, электрический выезжающий столик. То есть положение как раз этого столика, его по вертикали, вы регулируете нижней кнопкой. Поэтому их здесь и две. Поэтому они и разведены. То есть сам столик у вас же, он надежно зафиксирован здесь консольно. И его как раз горизонт вы регулируете непосредственно вот, в общем, починим, чтобы срабатывало. Также выдвигаете на себя. Здесь еще два подстаканника. То есть, например, у нас же есть сзади еще и бар непосредственно под наши стаканчики. Их еще никто не мыл. Вот они штатные. Смотрите, видите, как они сюда попадают? Это раз. Из них просто реально что-то пили и не помыли. Какой кошмар. Во-вторых, подстаканники есть сзади. И они, опять же, должны идеально подходить. Вот, просто этот стакан сюда специально встает, как влитой. Причем забавно, что верх этого подстаканника здесь также обработан алькантарой. Такого же цвета, как у нас идут полы или, вот, например, обивки дверей боковых. И это вот, конечно, все просто максимальный прикол. Ну, а за этим всем дальше у нас скрывается там в подлокотнике холодильник, который еще в итоге может нам что-то охлаждать, наши какие-нибудь напиточки или бутылку тархуна, допустим, в моем случае. Ну и, конечно, сверху все это накрывается, факсом, собственным факсом. Нужно, во-первых, отсюда что-то однажды отправить, потому что он же может и отправлять, а можно что-то и принять. И, соответственно, докупив просто телефон Nokia сюда в комплекте. Но я думаю, что этот вопрос мы закроем одним из первых. И вы сами, мы укажем номер на видео, и вы будете на него скидывать нам свои дикпики. В общем, а мы их на факс, на свой принимать. Короче, ребята, автомобиль
эпохальный. И это мы, погодите, мы еще не закончили. У нас здесь сзади располагается забавная история. Забавно, что выезжает он с одного нажатия кнопки. Что не убрал? И тогда теперь он заезжает сам с одного. Смотри, надо же, в нем даже этот датчик есть. Обалдеть, там конструктив. То есть у нас сзади есть еще некий пульт физических кнопок, которые относятся к мультимедиа. Он же дублирует передний пульт. Забавно, что они в этом дубляже сюда даже вынесли кнопки дисплей и флажок, которые относятся, если не ошибаюсь, к навигации. Но поскольку сзади у нас монитора нет, поэтому кнопка дисплей не нажимается, потому что ей нечего выключать. Спереди-то она вырубает экран магнитола, а сзади его нет, но перенесли блок целиком. Не стали ничего изобретать, поэтому эти кнопки здесь присутствуют просто в виде заглушек. Остальные же все нажимаются и выглядят, да, не абсолютно такие же, как в передней части. Я сравниваю тоже навигация, радио TV-CD и прочее. И если открыть эту шторку, у нас здесь 3 порта для RCA разъемов и 2 порта для наушников, которые служат, допустим, источником, когда вот здесь у вас на экране играет какой-то мультик на DVD, отсюда звук вы берете его. То есть он не обязательно должен выводиться на всю акустическую систему, а присутствовать здесь. Впрочем, это у нас все пока не работает, все пока обесточено, но это вопрос исключительно времени. Я думаю, мы все это обязательно запустим. Также существуют зеркала. Сейчас, вот. Которые тут что-то проблема с фиксацией есть. Ну-ка, у этого также. Да, ну вот, в общем, вряд ли оно вот так должно быть, если что. Но при этом зеркало даже ходит вправо-влево. То есть вы даже по углу его можете под себя настраивать. Это, конечно, грандиозно. И огромное количество света для всего. То есть вы можете включить это. Еще можно включить, наверное, здесь общий какой-то сбор, типа вот такой. И на самом деле, когда вы едете ночью, и у вас все вот это... Опа, здесь одна лампочка отъехавшая. Когда вы едете ночью, у вас все это включено, в принципе, в автомобиле очень светло. Света реально много. То, чего мне до сих пор не хватает в моем Range Rover, здесь уже реализовано в полный рост. Конечно, ну, эпохально. Для 2001 года это просто грандиознейший автомобиль, я балдею. Плюс вот эти подголовники сзади можно опускать с кнопки спереди. То есть сейчас мы это с вами все уберем. И, допустим, пассажир едет, и вот задние пассажиры, они себе поднастроили там подголовники. Ну вот они сейчас подняты у нас, да, эти подголовники, а водителю это не нравится. Водитель нажимает там у себя кнопку подголовников, и они оба уезжают вниз. Это, конечно же, не так круто, как в 210-м Мерседесе, когда они с кнопки просто падали в заднюю полку и вообще исчезали. Но это, безусловно, очень круто. Ну и задняя электрошторка, само собой, она убирается. И с учетом того, что мы сняли тонировку, автомобиль становится во всем этом состоянии абсолютно растонированным и выглядит очень свежо и очень прикольно. Мне это вообще нравится. Но эта шторка как в Кодиаке, да. По современным меркам этим не удивишь. Микролифт также у ручки есть. Ручка вся липкая стала со временем, это покрытие на ней какое-то стало ужасное. Обалдеть, какое количество опций мы перечисляем в автомобиле 2001 года. Просто с ума сойти. Это действительно был самый-самый топ. Самое главное, господа, ответ на вопрос: тачка-то зачем? Зачем покупать эту авоську? Во-первых, на нее невозможно снять обзор, если просто попытаться ее взять, потому что она очень редкая. По-моему, в России на учете, если не ошибаюсь, таких 3. Вот прям совсем 3. То есть ее нужно именно купить и сделать обзор. Но мне очень нравится авоська D2. Сторожилы моего канала еще со времен, наверное, ранних постов в ВК знают, что одна из моих любимых машин была S8 D2. Ну, потому что до этой просто было дотянуться невозможно. Она в закладках у меня была 2 года. Выскакивают они раз в год. Не всегда в хорошем состоянии, не всегда ездящие. Но, тем не менее, когда это выскочило, я понял, что это оно. Брать именно S8, ну, не очень хотел, потому что коротыш. А это все-таки лонг. Он, конечно, лонг такой себе лонг, честно говоря, но все равно это 6 литров. Максимально жирная, максимально редкая машина. Соответственно, она мне очень нравится, я ее себе взял, потому что просто прикольно на ней тоже поездить. Но это далеко не все. В чем ее позитив? Поскольку это дубль V12, его можно хорошо тюнить. У нас есть объем, у нас есть 6 литров, которые дико везут. И с этим объемом можно очень хорошо работать. Шасси само по себе комфортное, как и на C5 обычно, А6. Но самое главное, это эти
206 литров. Из простого что можно сделать? Можно купить Bentley мотор и на этом блоке собрать Bentley мотор битурбовый 660 лошадиных сил плюс чип 700 плюс. Это вот прямо из простого, и, скорее всего, мы к этому придем, но чуть позже. Сначала мне хотелось всегда провернуть очень интересную фишку. То есть у нас здесь 420 сил, 550 момента и 2 тонны. При этом едет она даже по паспорту 5,4. В целом, по современным меркам, эта мощность должна вывозить как минимум из 5. Но едет оно 5,4. Почему? Потому что здесь 5 HP24A стоит. Это очень старая, древняя пещерная коробка, которую вы можете наблюдать на E39, на Range Rover'ах третьего поколения, на еще чем-то очень старом середины 90-х годов. То есть есть мнение, что если просто перейти с 5 HP на 8 HP, 8 HP 90 сразу, то эта машина просто за счет замены коробки поедет сразу из 4. За полный привод у нас отвечает Торсон. Тут претензий быть не может. Это механическая система полного привода. Быстрее она уже и лучше не станет. А вот сама коробка, да, сама коробка может быть быстрее и, естественно, крепче. Потому что 5 HP очень длинная по передачам и очень медленная коробка. Она переключается, ну, прям совсем комфортно. 8 HP или, если сделать кастомную 6 HP 32A, будет переключаться быстрее и будет иметь возможность выбора переключений с товарником или комфортно. Это очень важно. И поскольку нам все равно в перспективе на эту коробку уже переходить на 8 HP 90 на УАЗике, то почему бы не начать с этого? И будет прикольно, если мы поедем быстрее на полсекунды, не увеличивая мощность. Больше передач нам дадут также хороший разгон в диапазоне за 100, потому что здесь, когда вы едете за 100, у вас или 4-я, или 5-я, у вас 2 передачи, и они очень длинные. Соответственно, динамика после сотни также может стать лучше. В общем, это чрезвычайно интересно. Коробка здесь у Audi традиционно своя, потому что привода выходят из колокола. Прямо вот, ну, прям спереди коробки. То есть это не стандартная коробка, не как от BMW, от Land Rover, от каких-нибудь еще, где у нас 8, от джипа, от чего угодно. Здесь все дурацкое. Вот это нет кардана вперед, соответственно, никакого от раздатки не идет. В общем, простой шанс — это вообще купить Continental на распил. То есть Continental дает нам все. Continental дает нам коробку, Continental дает нам все, кроме блока. То есть он дает нам турбо, он дает нам коллектора, он дает нам все. И мы можем собрать стоковую машину, которая абсолютно проходит рехдействие, блок номерной, родной, но которая будет ехать там из 4 на чипе. И все это D2. Заметьте, какой прикол. Это очень интересно. Плюс очень интересные опции комфорта. По итогу мы получаем один из моих любимых кузовов у Audi. Старый, добрый, теплый, ламповый, и который будет валить так же, как новая S8. Новая S8 с 4 литрами едет 3,8 до 100. Там, кстати, тоже 8 HP. Да, потому что, ну, DSG не вывозит столько момента, все дела. А поскольку у нас будет еще V-Double V12 с 2 турбинами, после турбин мы, ну, рискуем получить момента там типа 700 плюс, может даже 800. В общем, это может быть очень интересно. И это самый сложный мотор, который мы рано или поздно, естественно, вытащим и, естественно, разберем. Естественно, посмотрим, как он выглядит внутри. И всего этого я еще не встречал. То есть даже если мы берем, когда люди берут Continental, Bentley Continental GT и тюнингуют его на скорость, они предпочитают выбирать V8, потому что 4-литровый новый мотор на чипе едет быстрее, чем V-Double V12, простите, также на чипе, потому что он просто легче, а лошади примерно одни и те же, где-то под 700 плюс. Короче, жуть. Можно получить очень быструю авоську. То есть задача сделать старое лакшери немножко более адаптированное к современным реальностям. Плюс здесь пружины. Вы не поверите, здесь пружины. Не было пневмы. Ну, естественно, она будет. Плюс она делает что-то с колесами, с дисками, но это уже совершенно другая, третья история. Это чрезвычайно все легко. То есть в следующей серии у нас задача просто это все подчинить. То есть вытряхиваем вниз, в пол падает мотор, падает вся подвеска, все подрамники, меняем сальники, которые чуть-чуть разбрызгиваются. Естественно, мы возвращаем назад лямбды, которых тупо не хватает. Из 8 лямбд 2 осталось. И при этом мотор валит
Ну, то есть, как бы, это же фантастика. Задача просто это все починить, и там ничего суперсложного и того, что меня и вас удивит, наверное, нет, и померить исходные данные. Сколько же эта машина едет в стоке. Коробка, на удивление, у нас живая, то есть нам чисто, грубо говоря, привести в порядок электрику, полный привод здесь никогда не может сломаться, подвесочка просто для комфорта. И мы получим те самые исходные 5,4. А дальше уже в поиске коробка, она, вероятнее всего, будет от Bentley или от новой S8. Дальше уже в поиске еще кое-чего и так далее и тому подобное, господа. Ну, там мультимедиа, все это вообще починим без вопросов. И таким образом получим старую, офигенную, очень редкую, теплую ламповую машину, которая действительно в своем роде легенда, но по своим требованиям, по моральным и техническим современным требованиям, не уступающую ее молодым, вот 22-23 года производства аналогам, даже от той же Audi, и от той же BMW, и от Mercedes. Потому что, напоминаю вам, 760-я BMW едет 3.7, а самый быстрый S63 сегодня едет, да что-то типа того, тоже они все топчутся около 4. Наша задача 2001 год привести к реалиям 2023, господа. Мы начинаем. Спасибо вам всем огромное, что смотрели первую серию, впереди вторая. Огромной вам всем удачи, огромной удачи нам с этим проектом. И пока.